Здорово. Представлю моего друга Сергей Конюшок, чемпион мира по стронгменам 9-12 года, рекордсмен, да? Да. Ну, я в свою очередь тогда представлю, кто не знает, Алексей Тарахти, просто олимпийский чемпион по тяжелой атлетике 2012 года в Лондоне. Вот Всё. так. Да? Вот и все, Ну, да. собственно, все. Ну и поехали. Ну и поехали. Самое интересное, что когда первый раз попал в гидропарк, мне казалось все настолько грубым и таким, знаешь, именно неотесанным. Но когда я залез на первый, на второй, третий тренажер, я понял, что настолько все адаптировано под тело. Да, тут нету, ты, получается, за счет этого тренажера ты не выставляешь там высоту, ничего. То есть ты сел, получается, и любой сразу же может... По-моему, здесь кто-то был именно очень крепкий. Кстати, куда ты сейчас готовишься? Этот сезон тренируюсь в удовольствие. Первый сезон за 15 лет. Сезон это у вас что считается? Все. Круглогодичный. Год? Целый год? Да. Хорошая штука, видите? Я скажу, у нас в стронгмене есть упражнение Viking Press. В принципе, ну, тот же самый смысл, то есть консоль, и надо выжимать или шланговать предмет. Как ты смотришь на то, если мы нашего оператора посадим вот сюда? Да. Для этого мы взяли оператора с собой. В принципе, да. Давай. Вот так вот. Как очень жаль, что операторы всегда худые, да? Ну да. И из особенностей в стронгмене, то есть как судят, то есть можно задавать инерцию ногами. Типа швунг, что я Да, получаю. как швунг. Только швунг жимовой. Но нельзя подседать. Нельзя, То есть, получается. да, если подседаешь, не засчитывается. Если я правильно понимаю, куда привез. Просто я в этом как бы не особо разбираюсь, но это то, что в чем ты как раз, Да. так, между прочим, Да. рекордсмен, да, мира. Ну так, между прочим. Так. И видишь, и тут тоже есть цепок. И вот так вот. И вовремя надо закрыть глаза, чтобы не Да. насыпать себе это. То есть, получается, надо закладывать его на бедра, да? Смотри, секрет в том, чтобы как можно меньше тратить усилий для того, чтобы закатить на грудь. Ага. То есть можно, некоторые ребята поднимают, ну, когда первые и без опыта поднимают на бицепс. На бицепс можно поднять максимум 100 килограмм. Потом начинают дергаться и как-то тоже чуть чемпионовать. Смысл в том, чтобы упереться верхом живота и перекатить на грудь. Получается, ты поставил сюда. Да, уперся верхом живота и перекатываешь на грудь. То есть я смотри, сначала опускаю сюда, да? Да. Первая остановка. Упираешь в эту Да. складку между Да, бедром да, в паху, и животом. в паху. Упираешь в грудь. Подсел. И получается отсюда как бы Да, вытолкнул, да? и отсюда вытолкнул наверх. Ёп, блядь. В принципе, Ну реально, можно. реально. Ну, кстати, Сколько здесь? ну, я думаю, килограмм, ну, 70, наверное. А сколько жму, сколько ты пожал, короче? Слушай, ну вот так вот 160. А, ну да. Но есть просто какие-то нелюди, типа Савицкаса, у которого рекорд 220. Причем жимовой технику вот закатил и пожал. Тащиться за счет силы, да? Ну я не знаю, это Ну, у тебя тренировочная сколько максимально? 165. 160, да? 160-165. Получается, рекорд какой-то сделал, сколько ты пожал? У меня на разы. И на сколько раз? На 9 раз. На 9 раз 120 было. А рекорд побит уже, нет? Да, это было в 2007 году. А кто побил? Герасимов, кстати, побил из Днепропетровска. А в 9-м году? В 2009 году был, ну это ж был в весовой категории до 105 килограмм. И я тогда 155 выиграл мир, но это не был рекордом. Рекорд был 162, по-моему. Просто, ну, как-то так сложилось, что на мире никто лучше не делал. В принципе, лук-лифт не есть моя коронка. Так просто получилось, Так просто получилось. Все подперло просто. Ну да. Дрыщи попали. Бывает вот такое. Пошли дальше? Пошли дальше. Я, кстати, Лёха, тебе скажу, что я истинный киевлянин. И именно на гидропарке здесь прошла моя молодость. Я думал, первая любовь, блин, сейчас Ну, откроешь. и это тоже. Ну,
можно себе представить после 11 вечера. Где-то там. Полезные, позитивные часто используются вот как раз с цепями. То есть насколько ты делаешь выше амплитуду, настолько утяжеляется, да. А в пауэрлифтинге очень часто используется. Можно ли делать такие упражнения с цепями тяжелоатлетические? Ты понимаешь, она в принципе, я же здесь пробовал уже. Пробовал сделать швунг жимовой здесь. Единственное, что тут больше уходит сил на координацию, потому что за счет того, что цепи гуляют, ты поднимаешь, и тебя, знаешь, то есть получается, ты больше здесь, мне кажется, нарабатываешь стабилизационные мышцы, которые стабилизируют. Кстати, такая есть идея, было бы, конечно, не против сделать бы здесь тоже тяжелоатлетический помост. Можно, кстати, над этим подумать. В общем, ребята, у кого есть какие идеи, пишите, будем реализовывать. Может, каких-то спонсоров найдем, может, сами вложимся, может, скооперируемся. Я не думаю, что это дорого будет стоить. Ну что, рискнем? Да, это Так, между прочим, что я тебе хочу сказать, когда, в принципе, ты смотришь не в потолок, а в небо, красивое небо, покажи небо, пожалуйста, и на чае. Сколько ты максимум жался? 220. Ну, я ж На раз. на раз, да. Я МСМК по личному. 220 жал. 200 на 3 без майки. Это без майки, да? Нет, 220 с майкой, но тогда такие майки были, что... 70 на 3 больше как-то не ходило. И Нет, ну, это был, по-моему, ну, не, ты знаешь, жим в тяжелой атлетике, он немножко даже, можно сказать, нажать можно, но не настолько. Тоже достаточно классическое стронгменовское упражнение. Обычно на заднем плане стоит машина. Там. Там, да. Ага. Слушай, тут все Ну, по технологии. Да. Бывает. Подожди, хват ты типа выбираешь либо прямой хват, либо косой, да? Да, Я понимаю, да. что- Такая консоль. Или становишься параллельным хватом. А как тяжелее? Тяжелее на самом деле лицом к весу. Лицом к весу? Да. А почему? Потому что ты типа сюда Потому тянешь, что да, идет нагрузка вперед, Ага. и у тебя центр тяжести получается веса. Ну, То есть ты как бы не вот это делаешь, то, что привычно, да? выше твоего личного понял, центра понял. тяжести. Поэтому нагрузка на спину идет больше. Попробуй, кстати. Сколько здесь? На вскидку. Да фигня, килограмм 120, наверное. Сколько машину тянете? Там получится пару тонн, да? Не, ну она там, в принципе, небольшая бывает. Но нагрузка на руки в среднем у нас идет килограмм 300. В среднем килограмм Там 300. же на разы, да? На разы. Сколько ты делал? В Финляндии просто там был, ну, как бы такая консоль, которая вымерялась. Нагрузка на руки была 330 килограмм. Я 4 раза сделал. 332 килограмма. А максимум тебя сколько делал? Ну даже со шлангой. Тут, понимаешь, ну надо сказать, тут тоже есть разница между тягой сумо и между тягой классика. Ну, классический стиль. В стронгмене допускается только классический стиль. А классику я тяну с помоста 320 на 2. 320. Обычную штангу. Стронгменовская штанга, ну, видел на Арнольде с большими колесами? Да. Я тянул 370. Ага. Но там есть нюанс, что штанга немножко Выше. натягивается. Да. И выше плюс, да? Ну и чуть выше, да, там на сантиметров 5-7 выше. В сумо на соревнованиях по пауэрлифтингу я тянул 340. И на тренировках с полтинников тянул 380. Ну смотри, В сумо и в трико. вот получается, что когда ты вот эту тягу делаешь, когда машина стартовая, там, допустим, 330, потом же она уменьшается за счет того, что смещается центр тяжести туда, правильно? Да. Но То есть, если, тут допустим, в классической тяге, то ты постоянно тянешь, если ты поставил 300, то постоянно 300 килограмм у тебя нагрузка есть. То есть здесь у тебя постоянно, то есть чем выше, тем у тебя но получается. если ты стоишь спиной к весу, у тебя существенно снижается нагрузка. То есть ты от себя тянешь и перемещаешь центр тяжести назад. То есть за свой центр Да. тяжести, поэтому ну, сила тяжения тебе еще помогает. Если ты становишься лицом к весу, Ну да, тебе получается еще тебя натянуть. да, ты только Пояс с туда, каждым- тебе получается на пояснице. да, нагрузка. больше нагружаешь спину. Но в основном, то есть ты выбираешь на соревнованиях как становиться, или тебе Не, это условия? условия. Ага. Условия соревнования. Поэтому
класс. Тут Всё, база пошли страны. наверх. Давай. Ну что, как я и обещал, мы подвели Сергея к самому главному ответу. Сережа, кто тебе нравится? Блондинки или брюнетки? Рыжие. Женат, нет? Буду скоро женат. Буду скоро женат. Ты работаешь над этим. Ну, практически 10 лет уже работаю, поэтому считаю, что если у мужчины, ну, скажем так, до 35 нет семьи, это что-то с ним не то. Либо, ну, проблемы с ориентацией, Ты либо... отрицаешь то понятие, что сколько у спортсменов соревнований в разных городах, столько и у него внебрачных детей? Внебрачных детей никто не проверял. Да. Ты Но отрицаешь. это не прямая зависимость, скажем так. Вы поймите, сейчас как бы у него нарушено кровообращение Да, в голову, поэтому он может немножко отвечать с задержкой. Это не означает, что он якобы думает и типа думает, а может они что-то обо мне знают. Это на это не влияет, поверьте. Это как бы сейчас совсем другое. Еще вопрос, пока я не затек. Любишь ли ты гречку Обожаю. с курицей? С курицей вообще совсем куриным. Какое твое любимое спортивное питание? Гербалайф. Поднимаем. Подожди. Нет, лежи, медленно. Ты с космоса тоже медленно возвращаешься? Ну да. Сейчас начинается приятное ощущение, когда у тебя позвонки так именно Да. чик-чик-чик-чик-чик. Леха, скажи, свое отношение к допингу в спорте. Сейчас, подожди, давление в голову наберется. Я считаю, скажу честно, я считаю, что все можно делать без допинга. Просто на это нужно больше времени и больше желания. Все можно закрывать без допинга. Конечно же, я скажу, что в спорте есть допинг, в любом. Вот, потому что за всех я отвечать не могу. Но в профессиональном спорте, конечно же, это намного реже и, наверное, так сказал бы, намного профессиональнее. Не так это как бы по-дикому захотел, сделал и пошел, неважно что. Кто лучше, гимнастки или легкоатлетки? А с какой стороны смотреть надо? Сзади или спереди? При выполнении упражнений, конечно, гимнастки. При всех других моментах, конечно же, легкоатлетки. И заключительный вопрос. Боксеры пробитые, борцы протертые, а штангисты? Налупленные, у них подрыв налуплен. Особенно если взять меня, то мне кажется, что это самое... Знаешь, как-то я просто читал твое интервью, как-то там пару месяцев назад, где, может, оно и старое, где ты сказал, что ты спортсменом не станешь, пока ты не порвешься. Это да. Вот. И мне вот кажется, что ты никогда не станешь штангистом, пока ты не налупишь именно подрыв так, как я его показывал в своих семинарах, чтобы у тебя аж синяки были. Вот это вот, да. Я понял. Возвращай меня. Возвращаем. Такое ощущение, как это в Америке называется, когда на исповедь приходишь. Сережа, что это такое? Вообще, Потому что для меня это чисто, знаешь, что напоминает? Планктон на воде, который чисто сел и плаваешь. катамаран не хватает этих, да? В принципе, это называется, по идее, упражнение Тимбер Керри. Тимбер такой колодец, ну, изначально он шел, этот снаряд из дерева, срубленный такой колодец с ручками. Для массивности, да? Ну, для массивности, да. Но потом он перешел и в железное, и во всякое. Вот. То есть задача, в принципе, как и в фермерской прогулке, поднять снаряд и как можно быстрее его пройти. Ну вот просто мне интересно. Если я не ошибаюсь, ты в этом упражнении... Вот, ну, я не в Тимбер Керри, а в фермерской прогулке. У меня это разные вещи? Мировой рекорд. Но фермер, это они не соединены. Это чемоданы, да, получается? Чемоданы, да. Фермер, конечно, сложнее, потому что тоже стабилизировать немножко надо. Да. Но на Тимбере можно повесить больше вес. Ну, так, чтобы для сравнения... Получается, тут у тебя независимо, в каждой руке независимый вес, да? Да. И плюс ко всему получается, что, ну, как в принципе везде, у каждого, наверное, левая слабее. Ну, это Есть- кто какую больше задействует.
То есть получается, если у тебя с одной руки выпадает, Но то все, да? Ну, тут, если ты несешь на дальность, то до первого падения. Если ты несешь на время, то у тебя сколько угодно может падать снаряд, ну, ты просто сокращаешь себе время. То есть ты просто берешь, поднимаешь и идешь Да, дальше, берешь, да? поднимаешь. Я понял. Ну вот, к примеру, просто фермеры, ну, кстати, есть такие уже, ну, уровень вышел, что фермеры, ну, фермерские не связаны между собой, по 200 килограмм носят. Ну, где-то метров 20. Но в среднем 150-170 это фермер такой стандартный. Ну, на мирового класса соревнованиях. А тимбр носят ну, где-то 380-400. Тимбр это Ну, что? тимбр это вот ну, сварная конструкция, которая до 380-400 килограмм. Какой у тебя результат? Ты знаешь, я 380 носил достаточно легко. Да? То есть без лямок, да, брал и... А что было, кстати, 14 февраля, если сейчас помню, Да. когда вы проводили, что это был, кубок у вас или что? Да, первый этап Кубка Украины. Это отбор был на Арнольд, да? На Арнольд. Я вот помню, ты тянул и потянул. Да, бежал и потянул заднюю поверхность. Мне кажется, где-то хорошая форма была. Очень хороший. Так обидно. И за 3 недели до Арнольда потянул заднюю поверхность бедра и все. Ну, конечно же, уже поехал, выступал на Арнольде, но все время чувствовал ногу, поэтому ну, получал Мне удовольствие. кажется, это как раз к той теме, что когда слишком сильно хочешь, Да, да. Возможно, вот, ну, я вообще возможно, считаю, да. что лично я, мое мнение, это ну, не безапелляционное, но мое собственное суждение, что травмы не есть случайными. То есть это какая-то психосоматика. ну, как говорится, как и нервное окончание, как и боль, это все есть предвестник того, что нужно либо остановиться, либо что-то происходит не так, правильно? Поэтому травма Ну, возможно. безусловно. Ну, то есть у каждой травмы, я считаю, есть своя какая-то подсознательная первопричина. Либо, ну вот, лично моя, наверное, причина была больше, ну, то, что я слишком сильно заточился под этот Арнольд и хотел, Слишком сильно хотел. слишком сильно хотел. А из-за этого есть страх получить неудачу. И для того, чтобы типа а-ля как-то себя подсознательно оправдать, взял и травмировался. Ну, такая у меня теория. Ну, будем о хорошем. Да. Ставим. Но тебе, Леха, тогда ручки пошире. Не вытекла? По крайней мере, если прижмет, много просмотров получу. Ну, знаешь, пультики есть такие, которые нагружают все, что есть в зале, и начинают жать. В принципе, ты знаешь. Сколько у тебя максимальное приседание? Вот, присед был хороший, в принципе, 350 на раз. Ну, за весовой категории 110 килограмм. По-моему. 110. 110. Ну, в принципе, у нас с собой одинаковая категория, потому что я тоже, когда во время подготовки когда брал, мне это дело 110, 111. Ну, да. Сколько у тебя максимальный вес? Ну, вот сейчас у меня 118. Ну, это же не максимально. Но на подготовке вот в этом году был 123-124. Намного лучше себя чувствуешь, да? Хо, другое дело. Это знаешь, мне всегда говорят, я когда начинаю подготовку, у меня идея фикс это набрать сразу вес, потому что у меня, как я уже не раз говорил, у меня основная проблема это набор веса. И вот у меня самая первая идея, это нужно набрать вес и потом уже делать, думать, что с ним делать. Поэтому самое первое, что начинается в подготовке, это как можно больше нажрать, даже живота, а потом уже все. Не чувствуешь, да? Вообще. Отходи сверху оператора. Юрий? Да. Слушай, но если честно, кстати, вот этот тренажер хороший. В чем, что он ну, такой не сбалансированный, и ты, ну, это называется эффект рекрутирования мышечных волокон. То есть для того, чтобы выжать и стабилизировать положение тела, ты дополнительно напрягаешь мышечные волокна. Ну, тут получается стабилизационные мышцы, Да, да? да. То есть Не так все четко, как на прошлом. Ну и он такой, тренажере. конечно, брутальный. Вот этот, конечно, тренажер хороший. Вообще нравится. Такой можно было бы поставить у нас в экстрим-парке. Ну, в принципе, я, конечно, очень радею, то, что уже в Украине к нам пришел момент функционального тренинга и кроссфита. И становятся популярными вот такие рабочие залы. Потому что, ну, ты же понимаешь, наверное, как и ты, я вырос в таких качалках, знаешь, подвальных. Вот. И мне, конечно, спортивная
спортивный дух вот этих залов очень близок и ностальгичен. И вот когда долгое время потом проработал в плюшевом зале, знаешь, когда там все кондиционеры, это хорошо, но когда нельзя кинуть штангу на пол, это не зал. Какие упражнения используешь в подготовке? Или у вас все? Но я, в принципе, так как закончил инфиз, как говорил Александр Иванович Пуцев, кафедра подготовила, стараюсь как-то методически правильно подходить, даже по классическим схемам макроцикла, разбиваю мезоциклы на всякие ударные, восстановительные, втягивающие. Но это не работает, да? Ну, если честно, да. Если честно, да. То есть я, так анализирую, спрашиваю, других ребят, как они тренируются. Тренируются бессистемно, но результат тоже есть. На ощупь. Да. Но единственное, что могу сказать, что плановость подготовки нивелирует какой-то травматизм. Ну да. Есть вероятность того. Лучше это, конечно, все спланировать, и чтобы это было более-менее правильно. Вот, Потому что когда оно прет, там все ровно, в принципе. Просто понимаешь, если, скажем так, теория методики тренировки в тяжелой атлетике, равно как и в пауэрлифтинге, изучается уже лет, в тяжелой атлетике вообще лет и лет, с 50-х годов, да, так, интенсивно. В пауэрлифтинге тоже оно немножко экстраполирует, и лет 30 точно тоже изучается. В стронгмене таких данных нет, и все это наработки по опыту. И тут надо тоже сказать, должен быть какой-то индивидуальный подход. И в силу того, что в тяжелой атлетике 2 упражнения соревновательные, там 3, а у нас 20. Поэтому всесторонне развитым. Всесторонне. И это, с другой стороны, тоже хорошо. Я очень много в своей подготовке использую и тяжелоатлетических упражнений. То есть у нас, в принципе, каждая тренировка начинается либо с рывка, либо с протяжки. К чему я хотел просто подвести. Мы как-то снимали с тобой, в ролике, помнишь, противостояние Шахтер Динамо. И у меня моя задача была толкать штангу, а Сергей ее рвал. В принципе, когда я увидел, что, я не помню, там 70 или 20 порвал, по-моему, так, понятно, что полупротяжка, там подрывчик был, но все равно видно, что знания есть какие-то базовые, как минимум. Хотя не каждый порвет 120 килограмм. И частенько я тебя вижу даже в кроссфите. Включаешь подготовку? Да, потому что в стронгмене тоже очень важен такой, в принципе, стронгмен классически характеризуется экстрасиловой выносливостью. То есть классическими являются там какие-то эстафеты для стронгмена, да, то есть несколько дисциплин подряд надо выполнить за кратчайшее время. И поэтому нужна развитая такая функциональная кардиореспираторная система и способность выполнять эти движения с данной интенсивностью и большими весами. Поэтому и кроссфиты разнообразны. Если говорить в общем кроссфит. И тяжелоатлетические упражнения базовые не развивают. Поэтому я очень люблю, в принципе, тяжелую атлетику. Единственное, что, конечно, надо было ей заниматься, наверное, с самого детства, для того, чтобы опановать гнучкость и технику. Потому что, так я понимаю, у меня все коряво. Я даже там как-то посмотрел, у меня был там период отдыха в подготовке, думаю, выполню мастера спорта по тяжелой атлетике. Где-то там. Может, своими данными это было бы не так тяжело даже. Но, знаешь, и время и тренировки. Я начал классический там рывок в сет. И что-то начал болеть спина, поясница. Это мы как раз и вырежем. Да. Но это все из-за неправильной техники. Это неправильная техника. На самом деле это неправильная техника. Так что, пойдем дальше? Давай. Пожмем, сделаем наши банки круглыми. Да. Знаешь, мне кажется, самое нелюбимое упражнение. Но, видимо, среди бодибилдерской среды это популярное упражнение, потому что заметно неприятно. Кстати, хочу сказать так и нашим телезрителям. В стронгмене, как минимум, очень частая травма — отрыв бицепса. Я тоже не исключение. И у меня, и у Васи Веросика оторвались бицепсы в свое время, делали операцию. А все почему? Потому что хотели быть красивыми и качали его. Серьезно? Угу. То есть оно практически, я так понимаю, что в подготовке оно не работает.
Не, в подготовке как смысл раз есть? бицепс работает, но в чем проблема? Бицепс достаточно большая мышца, ну, такая веретенообразная, а сухожилие тонкое. И бицепс, ну, сам по себе при тренировке начинает очень сильно развиваться и способен развивать большое усилие и силу. А сухожилие не успевает за ним, ну, в этом развитии. И поэтому, когда бицепс сильный, Я имею в виду рвется на раз. выполнение упражнений бицепс важен? Конечно, конечно. Но он больше играет статическую такую роль. Не, ну И- просто ты говоришь, что типа сильно увлеклись, такое ощущение, как будто вы типа делали это для внешнего вида. Ну, так и есть. А, да? Просто в этом-то и дело, что увлеклись сугубо эстетической стороной, а функциональность забыли. Ну давай попробуем. Я так понимаю, вот это вот и Да. это и есть оно, да? А ты ж едешь, да, на CrossFit Games? Да. Будешь выступать там? Да, На Арнольде? на Арнольде. Ну, в прошлом году там парные соревнования, ну такой типа финал Кубка Европы парного, и вот мы уже так традиционно с Лашиным выступаем. Но, конечно, туда готовятся серьезно хлопцы. И, Ну, а мы, как всегда, просто так и едем выигрывать. ну, ты знаешь, на самом деле, ну, это тоже так, как-то, не знаю, с опытом уже начинаю понимать, в итоге надо получать удовольствие. Ну, потому что когда слишком вот это, Чересчур, да. на тобой это давлеет, есть опасность, что схыбишь, знаешь, и обосрешься раньше времени. А так, по крайней мере, ты как бы не прикладываешь сильного усилия. Ну, и... конечно, надо хотеть и желать, то есть ты тренируешься, мотивируешь. Поэтому, и вот когда, не знаю, у меня так получалось, все основные это победы, наверное, когда я ехал и вот получал удовольствие. Самое обидно, что начинаешь это понимать только с возрастом, да? Ну, да. Но это никак по-другому не пройдет, потому что только с опытом, Все равно, как говорится, несколько раз порваться, несколько раз ну, да. об это, проиграть, где-то выиграть, потом еще раз пару раз проиграть, и потом ты начинаешь понимать об этом. Ну, вот ты выиграл Олимпиаду. С каким ощущением? Ну, ты испытывал давление, да, такой моральный прессинг, что Олимпиада? Это ж не морально. Это... Мне даже после 8-го года, когда первая Олимпиада, когда я приехал домой, я 2 месяца не тренировался, меня всего высыпало. У меня такое. настолько было, да, нервное, получается, истощение, настолько иммунитет упал. Вот такое ощущение, как будто, знаешь, все готовится под один день на протяжении там 2 лет, Ну, да? да. Потом резко именно такое получается расслабление, как полностью весь, как бы, знаешь, я не представляю, что с организмом происходит. 45 минут, ну, слушать про спорт никто не хочет. 24 еще максимум, а 24 это не так много, то есть ты должен чуть ли не по плану прописные какие-то эти делать. Ну, плюс статическая камера постоянно от тебя, другого, да. тебя, другого, знаешь, как бы, взгляд, мне кажется, устает. Ну что, подведем итоги. Кстати, еще хотел спросить по поводу питания и спортивного питания. Есть ли у тебя вообще диета какая-то? Соблюдаешь? Ну, я считаю, что диета, конечно, так всегда, знаешь, такое временное явление. То есть я придерживаюсь принципов, в принципе, здорового рационального питания. То есть не ем в фастфудах, не ем простых углеводов много, особенно вечером стараюсь, ну, то есть там какие-то пищу долго термически не обрабатывать, ну, то есть свежие овощи, мясо, белковая такая продукция. И, конечно же, обязательно спорт не обходится без употребления спортивного питания, поэтому минимум 2 раза между основными приемами пищи у меня протеиновый коктейль. Все, что касается другого спортивного питания, то есть микроэлементы, макроэлементы, спортивные добавки, да, принимаю в достаточно большом количестве. Адаптогены. Я диссертацию писал по поводу адаптогенов. Да. Касательно многих других добавок, лично я считаю, что это, конечно же, эффект спортивного маркетинга. Ну, то есть реально, ну, Польза, да? Реально польза от протеина. Ну, то есть чувствуется эффект от хорошего, правильного протеинового коктейля. Все остальные, ну, многие добавки идут чисто так, ну, там, знаешь, для того, Дополнение для того, к чтобы основному. впарить, да. Поэтому, ну, тут надо сказать, что все проверяется опытным путем, но и нельзя исключить эффект плацебо, потому что часто люди принимают и говорят: о, меня это там. Пляж, который, можно сказать, практически в центре, в самом центре Киева и в свободной доступности для всех. Поэтому все, кто с Киева, и не только с Киева, приезжайте, попробуйте. Чисто без рекламы, знаете. Для хорошего настроения. Ну и в принципе,
Тренируйтесь, занимайтесь спортом, любым спортом, любая физическая активность полезна, даже если ее делать неправильно. А лучше всего, конечно же, отдаваться на поруки для специалистам. Ну и будем надеяться, что дальнейшие видеопросвещения от Алексея Тарахтия помогут вам достичь успеха. Ну не только от Алексея Тарахтия, а что от себя хотел бы сказать. Вы знаете, не попробовав, наверное, никогда не найдешь свое. Поэтому пробуйте и не бойтесь пробовать. Пусть даже и ошибки, но они все равно к чему-то приведут. Хорошего всем настроения, позитивного спорта, хорошего метаболизма, как это всегда говорят. Да. Ну, пока.